Будет, будет. Я не знаю, кто убрал. Надо было просто другое поставить. Да, вам надо было просто другое, блин. Все, я... Вот это все. Ребят, сейчас лишнего не говорим. Я запускаю трансляцию. Я не знаю, кто убрал. Надо было просто другое поставить. Да, вам надо было просто другое, блин. Все, я... Вот это все. Ребят, сейчас лишнего не говорим. Эдик, вырубай экран. Ссылка в админке стоит. Сейчас я перепроверю, что мы запустились. Саша, где Кельвин? Let me go see where's Calvin. Угу. Эфир есть, все на сайте. Эдик, вырубай. Ссылка в админке стоит. Ну, все отлично. Сейчас я перепроверю, что мы запустились. Выключи звук у себя. Саша, где Кельвин? Пишу. Звук Если что, отключила. я его предупреждаю, что мы начинаем. Звук отключила, все нормально, чтобы я могла видеть комментарии еще. Всем доброго вечера. Надеюсь, слышно и видно нас хорошо. И сегодня на самом деле уникальный просто день, хотя во многих регионах мира сейчас у кого-то уже вечер, у кого-то ночь, а у кого-то, как в Соединенных Штатах, сегодня, ну, сейчас в данный момент еще разгар рабочего дня. И сегодня мы хотели бы нашу встречу организовать с владельцем бизнеса, компании Jifu и с вице-президентом по глобальному развитию. Чуть позже еще подключится совершенно уникальный человек. Мы чуть позже о нем расскажем. Но сейчас, друзья, я с огромным удовольствием хочу представить владельца компании Jifu Брэда Бойла и передать ему микрофон для того, чтобы он рассказал нам свое видение компании и как, собственно, и мы здесь можем добиться успеха. Саш, переведи, пожалуйста. So right now, I would like to give the mic to Brad Boyle, the owner and CEO of the company, and I would like him to ask him how does he see the success of the company, and tell a little bit about yourself. Brad, your mic is off. Brad, your mic is Брэд off. с кем-то разговаривает, у него отключен микрофон. Okay, let me try to pin him. Сейчас я ему напишу. Он, видимо, не видит. Может, не с ним начать. Mic is off. Do we want to change it to Jim? Мы хотим, может быть, на Джима перенестись пока что, пока Брэд... Аня, а ты же можешь... Видимо, Брэд занят каким-то очень важным разговором, он нас не слышит. Поэтому делегируем полномочия и представляем Джима Диллона. Мы с ним общались уже не один раз. Совершенно потрясающий человек, который рассказывает все четко, конкретно. Ну, наш человек. И сейчас спасет день. Вице-президент по глобальному развитию компании. Джим, тебе слово. Jim, same question. Thank you for saving the day and being present. No, that's great. Hello, everybody. Thank you and welcome to Jifu. I'm so excited to work with you. I'm the Vice President of Global Business Development, and I will stop every once in a while to let Alexa translate. Привет всем, меня зовут Джим Диллон, я очень рад здесь быть. Я на самом деле вице-президент по глобальному развитию, и иногда я буду останавливаться, чтобы Александра могла меня перевести. I don't know how much you already know about Jifu and the introduction that you can or will have with Jifu, but we specifically pride ourselves in the idea that it's all about people and great leadership. Не знаю, знаете ли вы что-то о Jifu или нет, но сама идея как бы нашего бизнеса, мы полностью о людях и об их лидерах.
Besides the 4 pillars of the company that we have and opportunities that we have to enhance our lives, to lift other people's lives, we are also core, honest people at the heart, wanting to do everything legal, proper, and for our affiliates. Из главных, опор нашей компании, мы хотим делать все для наших людей. Okay, can you go with the pillars, the 4 pillars? The 4 pillars with the travel. Первый наш столб – это наше путешествие. The physical products. Наш физический продукт. The education university. Наше обучение типа университета. And the financial education training. И финансовое обучение и тренинг. So we can surely go through our wonderful presentation with PowerPoint later, but I just wanted to kick this off and say welcome, and we are so excited to work with you. И мы, конечно же, можем пойти по PowerPoint чуть позже, но я просто хочу сказать, что добро пожаловать, и я очень рад вас видеть. So with that, I will pass the microphone back to you. И отдаю микрофон вам. И я вижу Брэд уже на связи. I see Brad is online and has the mic on. Yeah, I'm online. Sorry about that. I was just another call. Простите, я просто немножко отвлекся на другой звонок. Would you like to introduce yourself to the yeah, I think I've talked to most everybody here, haven't I? Haven't I? You're actually live right now on a big Zoom. Oh my gosh, you should have told me that. I would have turned off my camera. I didn't know that. So. No worries. Он не знал, что нас больше, чем те, кто на Zoom. But yeah, there's about 325 people right now watching. So Wow. Wow. Oh my gosh, I just thought we were getting on to have a discussion, so I apologize. Nice to meet everybody. Я думала, что у нас просто звонок, но спасибо, я только сейчас увидел. My name. So yeah, you can see that there are people leaving comments and everything. This is how it works. Yeah. That's so fantastic. That's so cool. Well, hey, if we're going to do that, why don't I do a proper introduction then? And that way I can just go through who I am and can I share my screen really quick, Alexa? Would that be okay? Можно мне быстренько экраном поделиться? Я просто хочу немножко о себе представить и все. Yep, as I can. Good. We're in. Yep. All right, so this is me. I'm the founder and CEO of Jifu. I have been married to my wife for 25 years. Вот это я владелец и основатель Jifu. Я был женат 25 лет. I have 4 children, ranging in age from 23 to 10. У меня есть 4 детей, им от 23 до 10 лет. I've gone to a couple of different universities. I did my undergraduate studies at a small school called Boise State University. Вот у меня несколько образований. Например, мой бакалавриат я закончил в Бойс университете. So then I have 2 master's degrees, 2 MBAs. It was a joint program, but I've got MBAs from Columbia University in New York and UC Berkeley in California. И потом у меня есть двойное образование магистра. Я его получил в университете Калифорнии Беркли и Колумбия университете. Это все было в финансах и маркетинге. And a couple of years ago, I went back and got a certificate in crypto and blockchain technologies from MIT. И несколько лет назад я еще вернулся, и я пошел обучиться на криптовалюты и блокчейны в MIT. And you are more than welcome to come check me out on Instagram and Facebook and LinkedIn. I'm not the most exciting guy in the world. It's usually about my family and stuff. But yeah, I mean, you're welcome to come check me out. And hopefully we can connect with each other there as well, too. Если каким-то образом я вас заинтересовал, то вот мой Instagram, мой Facebook, мой LinkedIn. В основном я не очень интересный человек. Я в основном постю о своей семье. Но если хотите, вот мои социальные сети. And then just show you a picture of my family. This is my family. My oldest son, Tyler, is the one that's sitting down. He's actually handicapped and he's in a wheelchair. Вот это моя семья. На самом деле, вы видите, вот мальчик, который посередине, это мой сын, он на самом деле инвалид. My next 3 children all speak Mandarin Chinese. А вот остальные мои 3 ребенка, они говорят по-китайски.
And my second son, Thomas, is actually leaving us. He actually goes to Duke University, and the majority of his time he will spend in Shanghai, China. И вот мой второй сын, он сейчас от меня уедет, он поедет в Китай, будет учиться в университете в Шанхае. And my next two little girls, they live with us, with my wife and I. And again, they speak Mandarin Chinese. So it's a big deal. And I actually speak Japanese. Jim and I both speak Japanese. Unfortunately, that doesn't help us out very much on this Russian call. So. Да, ну и вот, как я говорила, мои дети, они говорят по-китайски, а вот я и Джим, мы говорим по-японски. И это, к сожалению, не поможет нам никаким образом на нашем русском звонке. And I have been to Russia. It was one of the coolest places I went to. I was 18, and this was back in 1993. I was actually able to go from St. Petersburg. We got on a boat and went through the river system and ended up in Moscow. And it was one of the coolest places I've ever been. And from what I understand, in the last 30 years, it's changed a lot. So hopefully at some point we can get back and get back to Russia and do some fun things. На самом деле я уже был в России, это было в 93-м году, 30 лет назад, мне было 18, и я на самом деле был и в Москве, и в Питере. Конечно же, очень много чего уже изменилось за это время, но я очень буду рад увидеть снова Россию и буду рад с вами иметь дело. I appreciate you guys giving me the opportunity to come on here and say hello to you. And I can't wait to work with you guys and get over to your part of the world and rub shoulders and do lots of fun things together. И на самом деле очень благодарен за то, что вы мне дали возможность представиться и побыть с вами на звонке, потому что я очень-очень-очень хочу приехать как-нибудь в Россию и познакомиться со всеми вами. With that, Alexa, any questions or anything else I can add to that? Есть ли какие-то вопросы или что-то, что я могу добавить? Может быть, о компании? Брэд, мы работаем не только на рынках России и СНГ, у нас есть еще и европейские рынки, и другие рынки, так что будем рады приветствовать тебя во многих странах, не только в России. So FYI, we're not working only in the Russian and CIS markets, we're actually working on many European markets and so on, so we would love to see you in every market. It doesn't take much for me to get on an airplane and go someplace fun. So мне очень легко прыгнуть на самолет и прилететь. Брэд, раз уж нам сегодня посчастливилось увидеть тебя на звонке, хотелось бы услышать именно твое мнение о перспективах развития этого бизнеса, ну, с учетом, может быть, и нашего вклада в компанию. Обрисуй нам эти перспективы. So we're actually really happy to have you on a call right now. And our question is, could you maybe elaborate on the perspective of the market and how we could be a good asset to it? For sure. So, we look at network marketing as constantly evolving, right? Если мы видим, сетевой маркетинг, то он всегда эволюционирует. The problem is most companies start off with a concept and they're not willing to evolve with the marketplace. Проблема многих компаний – это они начинают с концепции, но потом они перестают эволюционировать, они остаются на одном и том же месте. So one of the things that we know of is that when we go into different parts of the world, different markets, the thing that makes most sense is that we're very strategic on what we do in those markets. И одна из тех вещей, которые мы делаем, как только мы идем на рынок, мы начинаем со стратегии и концепции именно этого региона. And because every market is different, we approach each market from a different way of thinking and a different strategy. И из-за того, что каждый рынок другой, мы реально ставим какую-то стратегию, и мы делаем это именно по концепции этого рынка. And we know that Kyle's been working with you guys on customizing and strategizing for your marketplace, for your team. And so you ask me, what is the best thing? Let's always be communicating with each other. Let's always make sure that what we're doing is we are doing the right thing for your team, for the distributors, for the company. And as long as we do those things, we're going to be very successful together. И я знаю, что Кайл разговаривал с вами насчет именно определенных пакетов, как мы можем помочь
вашему рынку. Но все, что я хочу попросить вас, чтобы мы делали все это идеально, давайте просто продолжать коммуникацию. Если что-то не так, мы всегда можем все сделать так, чтобы было правильно. Как ты видишь компанию через год, через два? Каких высот компания добьется? Какую планку вы ставите себе в развитии? How do you see the company in a year, in 5 years? Do you have like goals that you want to reach by that time period? For sure. Yeah, absolutely. I mean, every company says we want to be the next billion-dollar company, right? That's always the tagline that everybody says. Абсолютно каждая компания говорит всегда, мы хотим быть следующей миллиардовой компанией. Это все компании хотят. But we don't measure ourselves just in the overall revenue of the company. What we measure ourselves in is what we call lifting the lives of the people we're working with. Но мы не хотим только измеряться тем, сколько приносит денег компания. Мы хотим измеряться тем, насколько хорошо она может поднять людей. So we talk about it all the time internally about how do we make it so, for example, Calvin Becerra is on this call, right? Anna, you're on this call, right? Each one of these leaders, what can we do to lift your lives up, make your lives better? And by doing that and having that conversation, we know that we're going to reach to be that next billion-dollar company. И вот, например, мы видим, что вот сейчас, например, на звонке у нас Кальвин Becerra или даже как бы Аня, Лариса. Мы все обычно разговариваем, и мы спрашиваем, как мы можем помочь людям и сделать их жизнь лучше. И именно от этого мы знаем, что 100% эта компания будет миллиардовой компанией. We know that we are a people-based business. Aside from products, aside from services, our job is to connect with people. Наш бизнес, он как бы, зависит от людей. Поэтому как бы, да, конечно, продукты и все такое, это хорошо, но самое главное у нас это люди. So our decisions need to be people-based. Поэтому, когда мы делаем какие-то шаги, мы смотрим на людей. Okay, so for example, one of my favorite case studies in business is talking about Kodak. And Alexa, you may be too young to know what Kodak is, but that's the film company. No, I had one. И на самом деле один из интересных кейсов, которые я знаю, это кейс Kodak. Если вы знаете, это когда, помните, у нас раньше были пленочные фотоаппараты. Вот. When Kodak was presented with the idea of digital photography, they turned it down because they viewed themselves as a chemical company and not a memory company. И, например, когда Kodak предложили делать цифровые фотографии, то есть, можно сказать, через телефон, там, что такое, они отказались, потому что они сказали, что мы химическая компания, то есть мы, наши фотографии мы именно физически делаем. And because they viewed themselves as a chemical company, they pushed aside digital photography. But if their thought process would have been, we are in the business of creating memories for people, they would have embraced digital technology. They probably would have been working with a technology company. And maybe today we'd be holding a Kodak iPhone instead of an Apple iPhone, just based on that one thought. And that's why we view ourselves as a people-based company. И только из-за того, что Kodak, на самом деле, они решили, что они все-таки химическая компания, они не цифровая компания, они отвергли эту идею. И когда они отвергли, мы знаем, что как эволюционировали все наши гаджеты. И, может быть, если бы они все-таки согласились, у нас бы был iPhone Kodak, например, да. Но вот именно поэтому мы всегда смотрим на людей, потому что если бы тогда Kodak сказал, что типа мы в бизнесе, который делает наши воспоминания, может быть, они остались бы главными. Поэтому мы всегда смотрим именно на людей. So as leaders like yourselves, leaders like Calvin Becerra come to us. And they come to us with ideas all the time. Calvin, you and I talk to each other sometimes 2-3 times a day, right? Yeah. And we talk about what we can do to improve and what we can do to be better at and what we can do to improve the lives of the people around us. And if we're talking about it from those perspectives, rather than saying we're trying to reach $1 billion, not only will we reach $1 billion, but we will also lift so many people up along in that process.
And that's the way that we talk about things. That's how we look at what our vision is here at Jifu. И именно поэтому, именно поэтому как бы у нас есть такие лидеры, например, как Becerra. Я могу вам пообещать, что мы с ним разговариваем как минимум иногда даже по 3 раза в день, потому что первое, что мы пытаемся о чем поговорить, это о том, как мы можем помочь людям, как мы можем поднять их. И именно поэтому я знаю, что это станет миллиардовой компанией. Да, мы с тех пор, как мы начали общаться, мы, естественно, увидели очень высокий уровень управления компанией и уровень лидерства. И вот сегодня мы счастливы видеть на звонке сразу 2 руководителей компании и, безусловно, Кельвина. Кельвин, я хочу передать тебе слово для того, чтобы ты рассказал немножко о компании, о той части, как ты видишь развитие компании, какой продукт тебе нравится, с чем ты работаешь. Нам очень интересно твое видение, потому что через призму, через твои глаза мы также планируем работать в этой компании. Через твое видение. We're just like happy to have everyone on the call, especially it's one of the main people of the company, and we're really happy to see Calvin. So, Calvin, if you maybe could tell us about your vision. Actually, before Calvin says something, what I want you guys to understand and to know is I've never met a harder working person in my life than Calvin Becerra. Okay, he truly cares about his downline. He cares about making you guys successful, and frankly, sometimes at the expense of himself, right? And so you guys are in a very fortunate spot to know that you've got a executive team and you've got leadership above you that will work as hard as you do. And so before Calvin introduces himself, I just want to make sure you guys understood just what an amazing individual he is. Thank you. А теперь я всех быстренько прерву, и я не дам слово Кальвину до того, как я скажу, что Calvin Becerra – это просто великолепный человек, он просто волшебный, он столько много отдает людям, он иногда даже дает все людям, хотя это, например, идет в минус ему, он очень сильно работает, и на самом деле великолепный человек, и очень рада, что с ним работаем. Thank you. And Alexandra, I think you're sharing your screen, just so you know, but I am? Oh, that's not me. Someone's sharing the screen. Yeah, someone's sharing the screen, just so you know. Yeah, they're showing you that we're actually on a huge call. It's not just the Zoom call, but there's like people there. It's live. Cool. Yeah. So just real quickly, because I know you said you wanted me to speak about myself, but I just want to stay in my mindset of what you asked Brad about where he sees the company in the next 5 years. Да, я хочу немножко просто продолжить идею. Я знаю, что вы хотите, чтобы я поговорила о себе, но я хочу быстренько продолжить о том, как мы увидим компанию через 5 лет, например. Yep. And you know, I love how Brad said that this is a people-based company, because that's how I've always built my business. And I've only been a part of 2 companies. Both of them we built to $1 billion. И на самом деле, да, я очень нравится то, что сказал Брэд, то, что эта компания реально, она о людях. И на самом деле я был всего в 2 компаниях, но обе эти компании стали миллиардными компаниями. And I really think in order to do something like that, and what I've always done is I've always leveraged the people, because before people really understand a compensation plan and products in a company, they understand the people they're working with. And I really feel like we can be the next $1 billion company when I say that, because my mission and our mission over the next 5 years should be to attract the best people in the industry. And we're already proving to do that right now. И на самом деле, как бы, наша главная цель сейчас, как бы, да, я уверена, что эта компания будет миллиардовой. Наша главная цель сейчас – это просто, чтобы как можно больше правильных, хороших людей вошли в компанию, потому что именно с ними я знаю, что мы сможем донести ее до миллиарда. И на самом деле мы просто хотим улучшить жизни. I really believe that the leadership that we're bringing together right now, a lot of us have never, ever worked together before. You know, and I think that's going to be a synergy that attracts people from around the world to want to join that team with those people who are working together. И те лидеры, которые сейчас приходят в компанию, с некоторыми мы даже, как бы не работали, мы, может быть, не соприкасались, но я верю, что именно эти лидеры смогут все вместе привести правильных людей в компанию и
и мы сможем именно так всех привлекать. You know, I want to build a team of people to where when our prospects enter the room and they see all of us working together, the first thing they think is, whatever those people are doing, I want to be a part of, before they know anything about what we're doing. Я хочу, чтобы у нас была такая команда, что, например, если мы сидим в зале и работаем все вместе, и кто-нибудь зашел, они посмотрели, и они не знали, что мы делаем, но они бы хотели сказать, я хочу, вот что они сейчас делают, я хочу это то же самое сделать. You know, and what's important about the leadership we're putting together right now is I think we're all professional, mature, hardworking visionaries. И насчет лидерства, которое сейчас приходит, я верю, что мы все сейчас взрослые, мы зрелые, и мы именно мы настоящие лидеры. And we have to understand even more importantly that if we're going to build this company together, we have to understand that we're going to face challenges, we're going to face some adversities. But the reality is that those people who start at the very beginning and have big goals and attract the biggest people, those people who are willing to go through all those things in order to build something great, they're the ones that make out the most. I've seen it in every company. И я знаю, что да, может быть, сейчас мы, может быть, столкнемся с какими-то там проблемами, может быть, препятствиями, но я верю, что все, кто начинают с самого нуля, что они приходят, например, как бы даже в новую компанию, что если они приходят с самого начала, они смогут дойти до вершины и прийти к успеху. You know, we're really building an exclusive membership club, right? With people that we really want to build something long term with, and we're offering them those three pillars of travel, health, and wealth, and we're attracting the top leaders from all three of those pillars in the industry. I'm so sorry, just missed you for a second. Could you repeat the first part again for a second? Yeah, I said, you know, the big idea behind Jifu and what we're building is we're building the ultimate lifestyle membership, right? Yeah, We're building, got it. Yeah. И на данный момент просто я хочу сказать, что мы сейчас строим, так это что-то типа эксклюзивного клуба, где все, кто приходит, они смогут просто насладиться тремя главными вещами Jifu. Это, например, это богатство, это путешествие, travel, wealth and health. И здоровье. Right? Богатство, путешествие, здоровье. Like if we were to design our perfect life, right? Jifu means an abundant life, and we want the business to be just that. И именно поэтому как бы название Jifu – это полная жизнь, и мы хотим, чтобы как бы те, кто приходит в Jifu, они могли спокойно вот насладиться абсолютно полным пакетом, полной жизни от Jifu. And Alexandra, if we were to all design like our perfect life or our most abundant life, I would think that everyone would agree on those three things. We would all want to travel the world. We would all want to make as much money as we can, and we'd want to live long enough to enjoy it, right? All three of those things: travel, health, and wealth. И я думаю, что если мы будем пытаться сделать нашу идеальную жизнь, я думаю, что все согласятся, что мы бы хотели путешествовать, мы бы хотели достаточно хорошо зарабатывать, чтобы мы могли это все делать, и, конечно же, мы бы хотели иметь достаточно сильное здоровье, чтобы всем этим насладиться. Right. And one of the greatest things I love about this company, Alexander, is that the owners, they're smart enough to know that we've built billion-dollar brands, and they're great enough to give us creative direction in how we really want Jifu to be built. И то, что мне действительно нравится в этой компании, так это то, что лидеры этой компании, они знают, что, то есть владельцы этой компании, они знают, что мы, как лидеры, мы уже создавали компании, которые были миллиардовыми, и именно поэтому они нам дают креативность, они нам дают разворот, чтобы мы могли показать, как мы хотим ее строить, чтобы она стала лучше. So I know that before I answered that question, you wanted to know a little bit about me and my background. Ну, а теперь как бы мы можем вернуться к тому моменту, чтобы вы знали, кто я, и немножко обо мне. But my name is Calvin Becerra. I'm 42 years old. I live in Southern California. Меня зовут Кальвин Бессера, мне 42 года, и я живу в Южной Калифорнии. I've been in the industry for almost 20 years now. Я был в индустрии где-то 20 лет уже. I've only been a part of 2 companies. На самом деле, я был только в 2 компаниях. And both of them
along with, together with my friends and business partners, we built into the fastest billion-dollar companies in the industry. И на самом деле, как ни странно, эти обе компании были самыми быстрыми компаниями, которые дошли до миллиарда быстрее всего в индустрии. So when Brad says, you know, everybody wants to be the next billion-dollar company, like I really believe it when I say it. И когда Брэд говорит, все хотят быть миллиардовой компанией, как бы я действительно верю в то, что я говорю. Because that's the only story that I personally know in the last 20 years of being involved in this business, how to build billion-dollar companies. Потому что за 20 лет, которые я в этом бизнесе, это единственная история, которую я знаю. Я знаю, как делать этот бизнес. So I would never make the decision to be a part of any company, especially that I have to build all over again from the very beginning if I didn't believe that we were going to build another billion-dollar brand. Поэтому я бы не хотел быть в компании, в которую я пришел сначала. Я бы не хотел быть в компании, в которую я знаю, что она не станет миллиардовой. Я знаю, что это станет миллиардовой компанией. And that's the biggest reason why the biggest importance that I place on my business and building it right now is building with the best and brightest people in the industry and not being afraid to talk to them about what we're going to do. И именно поэтому, пока я строю бизнес, как бы моя главная цель – это находить самых лучших лидеров и именно с ними строить большой, сильный бизнес. You know, my first year in network marketing, I was 25 years old. Когда у меня был первый год в сетевом маркетинге, мне было 25 лет. And I knew nothing about the industry. My background was actually real estate. И я вообще ничего не знала об индустрии. Я на самом деле работал с домами, я сдавал, продавал дома. You know, I grew up really, really poor with just a single mom and my twin brother. And I was actually the first one in my family to ever attend a university and become educated in my family. И на самом деле, я вырос в достаточно, бедной семье. У меня была только, мама и мой брат-близнец. И я, на самом деле, был в семье первый человек, который получил образование. I've been working since I was 8 years old, knocking on doors looking for work to help my mom pay the bills. Я работал, на самом деле, с 8 лет. Я помогал моей маме, я стучался в двери, я пытался найти какую-нибудь возможность, чтобы помочь ей. When I was 15 years old, I worked 3 jobs a day, Alexandra, while going to school to pay for my own private high school because I knew that would be the only way I can get into a university one day. И на самом деле, когда мне было 15, я работала на 3 работах, потому что я должен был оплачивать свою частную школу, потому что я знал, что только частная школа поможет мне поступить в университет. You know, I paid my tuition at my high school every year for 4 years, working those 3 jobs. Поэтому я оплачивал, в средней школе я оплачивал мои, полностью то, что она просит, потому что частные школы это дорого. И я все это оплачивал сам, работая. Alexandra, I was a janitor early in the morning before school started. До начала школы я занимался уборкой, я был уборщиком. After school and sports practice, I worked at a gas station. После школы и между моими тренировками я работал на бензиновой колонке. And then from 8 o'clock to 11 o'clock at night, I worked at a restaurant where I sat people at their tables for dinner. И с 8 до 11 я работал в ресторане, где я помогал людям присаживаться за свой стол. I took the bus and train to school in the morning and home every night. И каждый день я должен был в школу и школы приезжать на автобусе. And the reason I tell you that part of my story is because ever since I was a kid, I understood what hard work could bring to someone's life and to someone's family. И почему я вам это все говорю? Это просто потому, что я с самых ранних лет я понял, что значит сильный труд и как это все надо делать, как хорошо работать. You know, what I had to start and develop within myself at 8 years old, most people don't even start until they're 28 years old. Потому что то, как я начал, чувствовать себя, как работать с 8 лет, некоторые, они даже не доходят до этого в 28 лет. You know, I received a full paid scholarship to go to university because in high school, the school that I paid for, I got the best grades and I was the best athlete. И на самом деле мне из-за того, что у меня были лучшие оценки в моей школе, то на университет мне дали стипендию, потому что я действительно показал себя.
I went to college, Alexander, for the first time. I was the first one in my family to ever attend a university. I graduated from there 4 years later at the top of my class. Я, так как я уже говорил, я я первый, кто в моей семье получил образование, и на самом деле, когда я закончил университет, это было 4 года, я был на вершине моего класса, то есть я был один из лучших. And while going to school, even though I didn't have to work because my school was paid for when I was in university, I still worked because I needed to help my mom pay her bills still. И несмотря на то, что у меня была стипендия, которая давала мне возможность не работать в это время, бесплатно учиться, я все равно работал, чтобы я мог помочь моей маме и оплатить ее счета. You know, my mom had 2 dreams. One was for me to go to college, and 2 was to buy her a home one day. И у моей мамы было две мечты. Первое, чтобы я пошел в колледж, а второе, чтобы когда-нибудь она купила дом. And you might be thinking, what does this have to do with his network marketing background? It has everything to do with it. И вы, наверное, спросите, а при чем тут сетевой маркетинг? Но это абсолютно все связано с сетевым маркетингом. You know, I graduated from college, and my first career was in real estate at 21 years old. И когда я закончил университет, 20 what? 21. И когда мне было 21, мое образование было в недвижимости. And I learned everything about real estate just by sitting in the office on the desk, listening to people on the phones put their deals together. И я на самом деле все поняла о недвижимости, потому что просто я был в одной комнате с людьми, которые говорили об этом, говорили по телефонам, то есть просто разговаривали о недвижимости. And by the time I was 23 years old, Alexander, in real estate, I was making over $1.5 million a year. И когда мне уже было 23, я просто работая в недвижимости уже делал больше over $1 million, right? Больше $1 миллиона. I was the first one in my family to become a millionaire. Я стал первым человеком в моей семье, кто стал миллионером. So from that moment, I changed the entire cycle of my family's future. И именно в этот момент я изменил цикл моей семьи. I bought my mom a home. Я купил моей маме дом. And it wasn't until I was 25 years old in 2008 when the economy crashed worldwide. И, насколько вы помните, когда мне было уже 25, был 2008 год, и именно в тот момент вся экономика всего мира, она упала. My real estate business was devastated because banks weren't willing to lend money anymore to my clients. И, на самом деле, мой бизнес именно недвижимости, он был в фрустрации, потому что банки не хотели давать суды на покупку домов. And I lost everything, to tell you the truth. I lost my homes. I lost my cars. The only thing I didn't lose was my mom's home. И, если честно, на самом деле, в тот момент я потерял все. Я потерял свои машины, потерял свои дома. Единственное, что я не потерял, это дом моей мамы. And I remember sitting there thinking, you know, that everything could be taken away from me at any time. И в этот момент я понял, что на самом деле все могут забрать в любой момент. But nobody could ever take away my work ethic. Но никто не заберет у меня этику работы. Because that's a muscle that I've built over time since I was 8 years old. Потому что это мускул, который я, можно сказать, натренировал за все эти года. I just needed another opportunity to succeed and get my life back. И мне просто нужен был еще один шанс, чтобы начать с успеха и вернуться в этот успех. That was when a stranger, and my next door neighbor, Alexandra, he just moved into the home next door to me. He introduced himself to me and shared with me his network marketing business. И просто по случаю один чувак, он просто приехал в дом напротив меня, и, как ни странно, он меня пригласил в сетевой маркетинг. Это был мой сосед. And to tell you the truth, it took me 3 weeks, Alexander, to even go to his meeting, okay? Because I didn't know what he did. I did real estate. I didn't understand anything about his business. И на самом деле он меня 3 недели прошло до того момента, как я именно пошел к нему на встречу, потому что, чуваки, я в недвижимости. Зачем мне это? Я не знаю ничего об этом бизнесе. And I'm going to tell you, I finally went to a meeting, Alexandra, where they showed me the company, the product, the compensation plan. Поэтому, когда я на самом деле пришел, я увидел компенсационный план, продукт. And to be honest, like, I didn't understand it really.
And Я не really совсем... nobody does their first time looking at any company. I Я не совсем... only understood one thing, that Я не there were совсем... people there making money. Я не совсем понял, что там происходит. Ну, на самом деле, когда вы приходите в компанию, вы же тоже не понимаете, что там происходит. Но то, что я понял, так это что? В этой компании делают деньги. So there were people there that were successful. They were $1 million earners. And I knew if people could make $1 million in this type of business, I knew that I could. И то, что я увидел, это люди, которые делают миллионы долларов в этом бизнесе. И я знал, что я тоже. Если они могут сделать миллион, то я тоже могу. I honestly, to tell you the truth, I thought that there's nothing these people can do that I can't do. I was already a millionaire in my life outside of network marketing in traditional business, and that's hard to do. This business, people were literally sharing a product or service they believed in with people, showing them a plan, and inviting them to see it. На самом деле, когда я увидел то, что они делают, я я подумал, я уже был миллионером. И я был миллионером в традиционном бизнесе, а это намного сложнее. Поэтому все, что они делают, это они показывают продукт, они показывают план. И если они могут, то я тоже могу. And I remember what was really important to me that night was that my neighbor, the person who invited me to the meeting, he shared with me his vision, because that was important to me, because if someone has a strong vision and you could follow them, success is imminent. И то, что произошло в ту ночь после той встречи, так это мой сосед, он поделился со мной его видением. И когда у кого-то очень сильное видение, именно в тот момент ты можешь зацепиться. И я зацепился. And I remember he said, Calvin, he said, 1 year from now, I will be a millionaire in this company. He said, the company will buy me a brand new black Mercedes, because that's what they did at that level. And my wife will never have to work again. She could take care of my daughter. И он мне сказал, Кальвин, через год я буду миллионером. И та компания, она давала на самом деле черные Мерседесы, по плану. Поэтому он говорит, я буду миллионером, у меня будет черный Мерседес, и моя жена, она будет спокойно уже жить, ей не надо будет не работать, она сможет просто заниматься детьми. And I just remember thinking, that's the guy that I'm going to follow. И в тот момент я подумал, это человек, за которым я хочу пойти. And that was his first network marketing company. He'd only been involved for 9 weeks. А это была его первая сетевая компания, и он там был всего лишь 9 недель. But he was so confident in himself. He was so confident in what he was doing that I just believed everything about it. Но он был так уверен в том, что он делает, так уверен в том, чем он занимается, что я просто поверила ему. And I remember he just said a few words. He said, how do you want to get started? И он просто спросил, как ты хочешь начать? And I said, I want to do exactly what you did, because I want to go exactly where you're going. И я сказала, я хочу начать так же, как и ты, потому что я иду туда же, куда ты идешь. And I joined that night for my first time in network marketing, a business I knew nothing about. И в тот день я зашел в сетевой маркетинг, в бизнес, о котором я ничего не знал. And in 8 months, I enrolled 37 people. 20 people on my left leg and 17 on my right leg. И через 8 недель, к этому моменту у меня уже было 37 человек, 20 человек на одной стороне, 17 на другой. And I remember I met millionaires in the company, and they shared with me this 20-20 vision concept. They told me, if you put 20 people on one team, 20 people on the other, you're going to have a couple serious people on one side and a couple on the other, and that's how you go all the way to the top. And I did exactly what they told me. И они мне в тот момент, я познакомился с некоторыми миллионерами, они мне сказали об их плане 20-20. Они сказали, ты поставишь 20 человек на одну сторону, 20 человек на другую сторону, и там в обеих сторонах найдутся люди, которые будут хорошо делать ваш бизнес. Yeah, so in 8 months, Alexandra, I enrolled 37 people, and of those 37 people, 7 of them treated it like a business. И на самом деле через 8 месяцев с момента, как я зашел в компанию, я притащил how many people? I enrolled 37 people, and 7 of those 37 actually treated it like a business. То есть эти 37 человек, которых я пригласил, из них именно 7 человек, они были действительно в бизнесе. And I grew a team of 7,000 in total. Моя команда была где-то 7 тысяч человек. And I became the youngest millionaire in my first company in 8 months.
И я стал одним из самых молодых миллионеров в моей компании. For me, the things that I had to do to become a millionaire in this business were so easy for me compared to the things I've had to do my entire life to be successful. И на самом деле то, что я должен был делать в этой компании, это было настолько легко по сравнению с тем, что я делал изначально в своей жизни. I remember people would come to me and say, Calvin, how did you do it? How did you become a millionaire at 26 years old and only 8 months in your first company? Like, how did you do it in only 8 months? И я помню, как люди приходили ко мне, они спрашивали: Кальвин, как ты стал миллионером за 8 месяцев? Как? And my answer to them was always the same. И у меня был один и тот же ответ на все это. Because people were just expecting my secret. What's the secret? Tell us. И просто все ожидали мой секрет. Какой у вас секрет? And my answer was always, it didn't take me 8 months to become a millionaire in this company. It took me since I was 8 years old to get here. И мой ответ был всегда один и тот же. Это как бы у меня не прошло 8 месяцев, чтобы стать миллионером. Я знал, что я буду миллионером с 8 лет, и весь мой процесс именно был с 8 лет. Most people, when they meet successful people, they always want to know the secret. Потому что когда люди, иногда встречают успешных людей, они всегда пытаются узнать секрет того, как он стал им. But the reality is what people should really want to know is their story. Но то, что люди действительно должны знать и спрашивать, так это их историю. Because success is always found in someone's story, not in their secrets. Потому что успех человека обычно он идет в их истории, а не в их секретах. And over the next 20 years, I created many million-dollar income earners in my business. И за последние 20 лет я создал нам достаточно много миллионеров в нашем бизнесе. I enrolled big leaders in the industry for the first time in network marketing, like Yvonne Tapia, Alex Morton, Daniel Fire. И на самом деле я пригласил очень много великолепных лидеров в наш бизнес, которые миллионеры, например, Damien Fire, Alex Morton. Who's the third? Ivan? Yvonne Tapia. These are all Иван Тапия. These are all 3 of the top 10 network marketers in the world. Это одни из 10 топ-лидеров сетевого маркетинга в мире. But they were all first-time network marketers when we all started. Но они изначально, когда мы начали, они были никем, они вообще ничего не знали о сетевом. Right, have helped 2 companies hit the $1 billion mark. Я помог 2 компаниям дойти до миллиарда. Built a team of over 2 million people in 151 countries. Я построил команду в 2 миллиона человек в разных странах. And have made tens of millions of dollars in this industry. И я сделал просто десятки миллионов долларов в этой индустрии. I met my wife in this business. Я познакомился со своей женой в этом бизнесе. Right, we have 4 beautiful children together. У нас 4 великолепных детей. And I don't attract people into my life or into my business by the things that I have. И на самом деле я не притягиваю людей в мою жизнь из-за того, что у меня есть. I don't attract people by showing off my house or showing off my cars or showing off my money. Я не притягиваю людей, показывая мой дом, показывая мои машины, показывая мои деньги. I attract people into my life and my business by showing off the things that I honor and that I respect. Я притягиваю людей теми вещами, которые я ценю и которые я уважаю. The first thing is my faith. I let people always know how strong my faith is, whether it's on my Instagram stories, whether it's on my social media where people are watching me. И первое, что я хочу показывать, так это мою веру. Я показываю ее в Инстаграме, в историях, в постах. Я показываю свою веру. And I let people know how much I love my family, my wife, and my children. И я показываю, насколько сильно я люблю мою жену, мою жизнь, моих детей. And the final thing I let people see about me and what attracts them into my life and my business is I let them see how hard I'm willing to work for my success. Но вторая часть, которая притягивает людей, это то, насколько сильно я готов работать, чтобы притянуть успех.
And that's my commitment to all of you here today who are watching this. И это то, что я обещаю вам, тем, кто смотрит сейчас сегодня, это наш лайв. Like I've made the decision to start all over again and build something great with new people. Я сделала решение начать снова и построить новую компанию как бы с новыми людьми. Like I am willing to get on the airplanes, go into the countries, go into the cities, go into the rooms, go into the homes, and build something in the trenches with all of you so we can create success again. Я готов просто запрыгнуть на самолет, прилететь в города, в дома, в местечко, куда угодно, просто чтобы мы могли спокойно строить вместе бизнес. I want to, together with Jifu and the entire corporate team, build something that the whole world wants to be a part of. And I want to build it with the best people. Я хочу, чтобы мы с Jifu построили что-то, что люди бы хотели как бы, быть частью. Поэтому как бы я готов работать ради этого. And I'm grateful for all the leaders on the line today who made the decision to do that together with me. I'm very grateful, and I won't let you guys down. I'm forever in service to you guys. И я очень благодарен всем лидерам, которые сейчас на звонке, которые решили делать все это со мной. Я готов, я очень благодарен вам всем. So I appreciate you giving me the time. Поэтому спасибо большое, что дали мне время. Cool. Thanks, Alexandra. Спасибо. Thanks, Kelvin. You're welcome. Thank you. Great speech. Great speech. Спасибо Кельвин, большое. ты думай, да, здесь не только те, кто в Зуме, 330 человек тебя с разных стран смотрят на Форсаже. Calvin, like FYI, it's not just the people who are on the Zoom, right? There's about 330 people there on the live meeting watching us. Wow. Okay, that's crazy. I'm glad. I shared my story then. Good. Thanks. Да, я очень рад, что я тогда дал вам мою историю. And Alexa, we have our privilege of Luigi also joining the call in case you want to introduce him. И на самом деле у нас еще неожиданный гость, это Луиджи. Он тоже прискакал. Если хотите, мы можем, конечно же, его представить. Hey, Luigi. Hi, everyone. Very happy Привет всем. to have found you. And finally, our professional roads cross again and joining again old friends, top leaders of the industry. And I am so glad and so proud to see all of you, Ed, Anna, Olga, Larissa. I've spoken many times with Alexa a couple of days ago, and Kelvin. Finally, I see you again, brother. Yes, brother. I'm so Together happy. we can rock the house together. На самом деле я очень рад быть сейчас на звонке. Я очень как бы счастлив от того, что наши пути снова прикрестились. Я очень рад видеть всех абсолютно здесь, и Ларису, и Ольгу, и Андрея, и Эдуарда, и Кальвина. Я очень рад тому, что мы снова здесь. And as usually, I was impressed, goosebumpers, hearing the story of Kelvin. I have heard this story many times during our previous journey, but every time it's so impressive. It goes so in depth with my soul and my heart. And so thank you for sharing once again, Kelvin. И на самом деле, как бы, это не первый раз, когда я слышу историю Кальвина, но каждый раз, когда я ее слышу, у меня прям мурашки по коже идут, как бы, она настолько великолепна, она настолько идет сильно, близко к моему сердцу, я всегда очень счастлив ее слышать. And this experience will change our destiny. I can tell you, because I know the business model, I know the leadership, I know the potential of each one of you, and I'm sure that all the industry will be looking at us. И я уверен, что именно вот это все, что... Так, experience. Окей. Я думаю, что этот опыт, который как бы есть, он должен нам помочь достаточно как бы сильно дойти до вершины. I am brand new in this company, so... Я весьма новенький в этой компании. And it's something that was not forecasted nor expected. И это было немножко неожиданное вполне. But thanks God it happened. Но я благодарен Богу, что это произошло. And as usually, I am here at your service in order to support your growth and boost your success and your happiness. И как всегда, я здесь, я для вас, если я каким-то образом могу помочь вам расти и делать все лучше.
Луиджи, да, знаешь, вот эта пословица, я не знаю, есть ли у вас, да, вот это «все дороги ведут в Рим». И мы очень рады, опять видим их нами. You know how they say all the roads lead to Rome, and we're actually really happy to see you again, and that our paths crossed again. Guys, my pleasure. Я очень тоже счастлив. Let me say a couple of words to Jim that you don't know this team. Kelvin, for sure, you have heard about them, even if they were not in your team before. Well, they are amazing. Always focused on the solution and on being proactive rather than complaining. И я хочу сказать немножко Джиму об этой команде, потому что Кальвин, он, может быть, как бы с ними лично не работал, но немножко о них слышал. Но я хочу сказать, что как бы это команда, которая всегда ищет именно как все сделать, а не проблемы. One second. И она всегда проактивная. If they say we will bring 100 people, be sure they will bring 200 people. И если они обещают, что они притащат 100 человек, то они притащат 200. These are the kind of people that we need to duplicate. I don't know if already exists a kind of machinery where you put people inside and clone them. That would be what we need. И это именно вот тот тип людей, которых надо, честно говоря, дуплицировать, клонировать. Если есть машина, в которой можно положить человека и клонировать его, мне она нужна. So, guys, thanks for your time and cheers to our great success together. Так что спасибо всем за ваше время, и давайте сделаем это. So great. Да, спасибо большое за ваше время. И мы сегодня хотим официально объявить, что завтрашний день будет днем нашего старта и, естественно, днем нашего восхождения. So we would just like to officially say that tomorrow is going to be the day of our start and the day of our rise. Мы счастливы быть в очень сильной команде. Нас это мотивирует ваша поддержка, забота, и мы восторгаемся уровнем вашего лидерства. And we're really happy to be part of the team. We're happy for your support, for everything that you will be doing and are doing for us. Amazing. Welcome. На ближайшее время мы обязательно увидимся на платформе Форсаж, потому что нам предстоит большая работа, и мы будем рады увидеть каждого из вас в качестве спикера с большой темой. And we will be really happy to see you on our Forsash platform and as like main speaker with some kind of theme. У нас будут отдельные темы и презентация, продукт, технические вопросы, и каждый из вас специалист в своей области. Because we will have some questions about products, some questions about strategy and everything, and I know that you are amazing in specific topics, and we will need help on that. Лариса сказала, что все дороги ведут в Рим, но перефразируя классика, хочется сказать, что все дороги ведут через Форсаж. Форсаж объединил вот сегодня таких людей, как вы, и мы снова встретились, в частности, с Луиджи, с Кайлом, с людьми, которых мы давно знаем и любим. And yes, Larissa said that all the roads lead to Rome, but let me just rephrase it, and all the roads lead through Forsash, and we're just happy for everyone to be a part of this. К сожалению, Кайл сегодня не смог присутствовать на нашей встрече. Он сейчас, в данный момент, он летит в самолете, у него дальний перелет, но завтра на Форсаже мы обязательно встретимся с Кайлом, поэтому следите обязательно за расписанием. И еще раз хочу поблагодарить всех спикеров. Вы для нас большая ценность. And unfortunately, we couldn't have Kyle today on the call because he's actually right now he's flying, but we're going to get him on the call tomorrow. But I would like to thank everyone for being on the call today. You really appreciate it. Hey, Alexandra. So I'm very grateful for you guys. I'm always available to you, obviously, as a team leader. So you let me know when I'm on call, where I need to be and what time.
I'll make myself available no matter what time it is. Okay. I have a 24-hour clock, so I want you to know that. Я хочу поблагодарить всем, что вы меня притащили на этот звонок. Конечно же, я хочу просто всем напомнить, что вы меня можете в любой момент, когда я вам нужен, просто скажите, я буду на звонке, у меня 24 часа в сутки, поэтому просто скажите мне, когда и куда. Мы это очень ценим. Really appreciate it. No problem. The last thing is on your screen here, my name is spelled wrong and my email is wrong. So I want everyone to just know that. You have my last name is B-A-C. Oh my God. Don't worry about it. I just want to tell you it happens. It's B-E-C. Да. So there's no A at the beginning of my last name. So Просто хотел Go ahead. всем сказать, что вы немножко неправильно написали мою фамилию. Я Becerra, B-E. Но ничего, ничего, и мой email тоже неправильно. Но, если что, мы все решим. Just in case people are thinking, why Пока мы живы, мы все исправим. Yeah. While we're alive, we can fix things. Okay, yeah. So just in case people think that why am I not responding to them, then they know. Да, чтобы вы не думали, почему это он нам не отвечает. Просто потому что вы неправильно написали мое имя. So cool. No worries. Great. And I was just going to say my name is spelled right, but my email is not correct in there. So I'm not Я sure хочу what сказать, I что мое имя написано правильно, но мой email нет. Вот все увидели. Darn it, you guys saw everything. Hey, so Это мы специально, чтобы вас не завалили most письмами. people wouldn't say anything probably because they're probably happy they will not be receiving the emails, but we That's want actually true. Yeah. we want to help you guys. It was actually a plot to put your emails incorrectly so no one would annoy you. Just kidding. No worries. No worries. Расскажи, сейчас исправим, обновим. We're gonna fix it. We're gonna reload it. No worries. Thank you. Cool. Wow, it's amazing to see how professional you guys are and how many people are on here right now. It's so cool. Просто великолепно видеть, сколько здесь людей и насколько вы профессионалы. Awesome. So Forsage is the name of the team, right? Yes, and it's our main app, like what we're using for business. So it's forsage.info. It means something like pushing on the gas. Yep. It means it means like the movie like Fast and Furious, right? Yeah. So if you translate it in Russian, it's Forsage. That's I love it, bro. I love it. Yeah, we don't go with Fast and Furious. We just go for Forsage. That's why it's 2 F there, like Fast and Furious. Yeah, that's cool, bro. Yeah. I love it. I love it. So it's in Russian Forsage, like. Yeah, it's a great brand too. It's so cool. Если что, мы всем объясняем, что Форсаж это как у нас как фильм. У них просто другой перевод. Еще раз спасибо огромное всем за эфир и увидимся уже в ближайшее время. Всем thank you so much for everyone for being on the call. Thank you guys. Okay, we'll see you soon. Appreciate it. Have a great lunch. Thank you, everybody. Спасибо всем. Bye. Bye. Всем пока. Bye. Thank you. Луиджи наш. Людвиг.